Я приветствую вас на канале, где собираются очень красивые и очень простые в исполнении узоры. Меня зовут Яна, и сегодня мы будем с вами вязать двухцветный узор. Вяжется он крайне просто. Давайте приступать. Для того, чтобы связать этот узор, нам понадобится набрать количество петель кратное 2 и 2 кромочные петли. Высотой этот узор состоит из 4 простейших рядов, но мы будем вязать со смещением рисуночка, поэтому это получится 8. Но вы не пугайтесь, вы сейчас сами убедитесь в том, что это все очень просто. Первый ряд. Первый ряд мы провязываем все петли лицевыми. Кромочная у меня изнаночная. Второй ряд. Все петли изнаночные. Кромочная. Третий ряд. В третьем ряду нам необходимо добавить ниточку контрастного цвета. Я ее уже добавила. Вначале мы зафиксируем новую ниточку с кромочной лицевой петлей. И далее мы вяжем 1 петля изнаночная, а следующую петлю мы должны переснять нить перед работой, переснимаем петельку не провязанной. Это раппорт третьего ряда. Повторяем. 1 изнаночная, 1 петлю мы должны переснять, нить перед работой. Повторяем. 1 изнаночная, 1 петлю переснимаем, нить перед работой. Изнаночная, переснимаем, изнаночная, переснимаем и кромочная. Четвертый ряд. Кромочную мы снимаем, переснятую петлю с прошлого ряда мы опять переснимаем, нить перед работой. Пересняли. 1 лицевая. Раппорт 4 ряда. 1 петлю переснимаем, нить перед работой, 1 лицевая. Переснимаем, 1 лицевая. В конце кромочная. Мы провязали 4 основных ряда в высоту. Сейчас мы будем рисуночек смещать. И для этого нам нужно поменять нить на другой цвет. Захватываем обратно светлую ниточку. Присоединяем ее к кромочной петле. Подтягиваем, чтобы у нас был красивый краешек. И вяжем 5 ряд. 5 ряд, все петли лицевые. Шестой ряд. Все петли изнаночные. В 7 ряду мы опять должны заменить нить. Возвращаемся к темному цвету. Присоединяем ниточки друг к дружке. Подтягиваем. И 7 ряд вяжется следующим образом.
Первую петлю мы переснимаем нить перед работой. Вот так. И следующая петля у нас изнаночная. Раппорт 7-го ряда. Повторяем. Переснимаем петлю нить перед работой. Следующая петля изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Петлю переснимаем нить перед работой. 1 изнаночная. Переснимаем изнаночная. В конце кромочная. 8-й ряд. Кромочную мы снимаем. Первая петля у нас лицевая. Следующую мы должны переснять нить перед работой. Раппорт 8-го ряда. Еще раз. 1 лицевая. Следующую переснимаем нить перед работой. И так вяжем до конца. 1 лицевая. 1 переснять нить перед работой. Лицевая. Переснять. Лицевая. Переснимаем. И кромочная. Мы провязали 8 рядов в высоту. Вот у нас уже вся красота практически на поверхности. Сейчас мы рассмотрим образец побольше. Вот что в итоге у нас должно получиться. Я, конечно же, решила проэкспериментировать и добавила горизонтальные полосочки. Эти горизонтальные полосочки я провязала, используя 1-й и 2-й ряд дважды. Ну и, конечно же, применила разное количество самих раппортов в высоту. Здесь у меня 16 рядов и полосочка. Да, это будет смотреться примерно вот так вот. Узор сам будет смотреться. Ну, можно даже вот так вот показать. Вот. 16 горизонтальная полосочка, 16 горизонтальная полосочка. Вот. Тут у меня 12. Далее 8. Ну и, конечно же, 4 основных ряда с горизонтальными однотонными полосочками. Может быть, этот вариант вас натолкнет на какие-то идеи, поэтому я решила вам его продемонстрировать. Вот так смотрится его изнаночная сторона.
Вот такой сегодня получился у нас мастер-класс. Если узор вам понравился, не забудьте поставить пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если он показался вам интересным. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы он оповестил вас о выходе новых видео. А я искренне хочу вас поблагодарить за просмотренное видео. Вяжите с удовольствием и до новых встреч!